Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. На данный момент следственные изоляторы города Москвы буквально переполнены. В данных заведениях находятся не только особо опасные преступники и политзаключенные, но и много известных публичных личностей. Только в мужском СИЗО номер 4 города Москвы на данный момент находится известный телеведущий КВН Александр Масляков, бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, зять Сергея Шойгу, известный блогер и спортсмен Алексей Столяров и родной сын Сергея Шойгу, молодой певец Даниил Шойгу. Ну а буквально на днях в камеру временного задержания попал и известный российский певец Филипп Бедросович Киркоров. Впрочем, пребывание данных негативных элементов в следственном изоляторе закончились для них самыми трагическими последствиями. В частности, известный телеведущий Александр Масляков, который попал в СИЗО 2 месяца назад за получение крупной денежной взятки от капитанов команд КВН и попытки подкупить жюри КВН, проиграл в СИЗО своим сокамерникам в карты и в нарды крупную сумму денег – почти 12 миллионов рублей. Теперь Александр Масляков попал в безвыходную ситуацию. Каждый день на эту сумму по тюремным законам капают проценты, а Александр Васильевич, находясь за решеткой, не может рассчитаться со своими должниками. Очень печальная судьба зятя Сергея Шойгу, спортсмена Алексея Столярова и родного сына Сергея Шойгу Даниила Шойгу. В СИЗО они находятся в одной общей камере с другими преступниками. Сыну Сергея Шойгу, молодому певцу Даниилу Шойгу, пришлось бы в СИЗО очень худо, однако ему на помощь пришел зять Сергея Шойгу, спортсмен и блогер Алексей Столяров. Алексей является мастером спорта по боксу и вольной борьбе и старается не давать в обиду Даниила Шойгу. Однако, по данным администрации СИЗО, скоро молодых людей разведут по разным камерам, и Даниилу Шойгу придется очень худо без поддержки старшего товарища. Очень печально сложилась судьба Филиппа Бедросовича Киркорова, который попал в камеру временного задержания на 5 дней за нарушение общественного порядка. Несколько дней назад Филипп Киркоров устроил скандал в московском аэропорту и угодил в камеру СИЗО. При входе в камеру в СИЗО у Филиппа Бедросовича произошел большой конфуз. Филипп Киркоров собирался на концерт в аэропорту и не успел переодеть свой сценический костюм, поэтому первый раз перед своими сокамерниками он предстал в сказочном белоснежном костюме петуха. Однако соседи по камере Филиппа Киркорова не оценили юмор известного артиста. Им очень не понравились белые петушиные крылья и хохолок на голове. Уже через несколько часов пребывания в камере Филипп Бедросович стал стучаться в дверь и просить о переводе в другое место. Однако Киркорову не сделали исключения и оставили его в прежней камере. Выйдя на свободу через 3 дня, Филипп Бедросович отказался от публичного интервью и не стал комментировать, что с ним происходило в следственном изоляторе. Он кратко отметил, что это издержки творческой профессии. Ну а трагичнее всего складывается ситуация бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который был помещен в следственный изолятор несколько месяцев назад за поставку некачественного оборудования в зону СВО и получение крупных денежных взяток. Тимуру Иванову ответили отказом на его просьбу, в которой он просил перевести его под домашний арест, и теперь заместителю министра обороны приходится находиться в общей камере вместе с преступниками. По данным прессы, Тимур Иванов абсолютно не пользуется уважением среди своих товарищей. Он спит в петушином углу и выполняет все просьбы своих сокамерников. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. В организации Никиты Михалкова произошла небольшая перестановка кадров. Теперь заместителями организации по борьбе с преступностью и коррупцией являются актер Александр Домогаров
и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, который вступил в антикоррупционный комитет неделю назад. В пресс-службе антикоррупционного комитета работают известные артистки Мария Шукшина, Яна Поплавская, Анастасия Вертинская, Ирина Муравьева и Наталья Варлей. Костяк антикоррупционного комитета по проведению сложных антикоррупционных проверок составляют следующие артисты: Александр Розенбаум, Евгений Сидихин, Максим Дрозд и Александр Новиков. Вчера вечером в Голландии, в Амстердаме, были арестованы известные телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант за нарушение визового контроля. На данный момент известные телеведущие находятся в камере задержания города Амстердама, пока их не выдали властям Российской Федерации. Состояние дочери Никиты Михалкова, Анны Михалковой, лечащие врачи назвали как критическим. 49-летняя женщина уже третьи сутки находится в состоянии комы. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.